Ну все, официально мы в зоне. Привет, друзья! С вами снова девчонки Лис. И мы отправляемся в Чернобыльскую зону отчуждения. Пересекаем границу. Тут еще один знак на дереве, смотрите. Вот он. Незаметный такой. Ну, а мы с вами двигаемся по такой дороге. Это мне не очень нравится, она такая наезженная. И я буду думать сейчас как-то через лес обойти. Не хочу идти напрямик. Вот так. Все. Снова наши приключения в зоне. Так, я пойду, пожалуй, по этой дороге. Мне она кажется более безопасной. Вот такая вот дорожка. Шла я, думала, здесь будет более безопасно, а иду сама по патрульной дороге. Вдоль колючки, смотрите. Вот так это выглядит периметр 30-километровой зоны отчуждения. Не очень там в хорошем состоянии. Сплошные дыры. И видите, это тропинка. Вешки какие-то. Быстрее надо заглубляться в зону и уходить с дороги. Вот эти места я уже узнаю. Смотрите, здесь опять предупреждающий знак на дереве об радиационной опасности. И вот это основная патрульная дорога. Здесь до моего любимого заброса, точнее до нашего с Людмилой любимого заброса совсем немного. Сейчас самые волнительные минутки, чтобы не спалиться на забросе. А вообще, сегодня я хочу снова преодолеть реку Ужвгрод и дойти до близлежащей заброшенной церкви и до деревень, которые здесь неподалеку, рядом с этой церковью. Посмотрим, как у меня это получится. Ой, шляпа улетает. Что-то я от своего маршрута на самом деле отклонилась очень здорово. Потрясающая природа, не перестаю просто удивляться красоте украинского Полесья. Это просто что-то невероятное. Любимые виды. Все, аллилуйя. Кажется, я вспомнила дорогу. Конечно, многое изменилось за это время, пока меня тут не было. Все, держим кулачки, чтобы все получилось. И никто меня тут не поймал. Так. Внимание на пределе, конечно, должно быть. Все, идем. Вот такие тут красивые озерца. Фух, добралась до нашего любимого Ужа. Берег немного изменился,
Но основные ориентиры остались. Теперь осталось посмотреть, что тут с бродом. Пока река выглядит довольно полноводной. Немножко пройдемся вот такими кушарями. Буду говорить тихо, я заранее извиняюсь. Чтобы не спалиться тут. Чтобы не спалиться тут прямо на забросе. Давайте будем тихо. Кушари. Ужасные кушари. Ладно. Там, по-моему, был лучше спуск на воду. Ну все, давайте там тогда будем забрасываться. По радиации у нас все в норме. 8 микрорентген. Выглядит, что здесь как будто бы довольно глубоко. Вода еще не сошла. Обычно здесь по колено, но тут чего-то кажется, что глубоко. Палки никакой нету, попробовать дно. Не знаю, удастся ли брод сегодня. Здесь такое дно плохое. Смотрите, сразу по колено. Ил. На дне ил. А вот здесь, кажется, песочек. Там я вижу бревно. Ну, в общем, да. Река уж в это время глубокая. Но у меня есть одна идея. Посмотрим, как она в реале. Получится или нет. Друзья, наш старый друг снова в строю. Ну, попробуем совершить сплав по реке Уж на нашем зеленом матрасе. Ой, не знаю, что получится из этого, но нам нужно вот туда, на тот берег. Отправляемся в сплав по реке Уж. Сейчас посмотрим, выдержит ли он мой рюкзак. Ну, надеюсь, что выдержит. Мы на нем уже переплавляли с Людмилой. Наши рюкзаки тяжеленные. И тут я слышу, как будто летит дрон. И я быстро в кусты пробила матрас. Блин, все, друзья, еле доплыли. Матрас где-то пробило. Все, вот рюкзак вытаскиваем. Рюкзак почти не намочила, чуть-чуть с одного бока. Все, выходим. Переправа удалась. Ура! Мне даже не верится, что получилось. Ну все, мы на этой стороне. Сейчас матрасик припрячем и вглубь в зону. Нашу любимую зону. Фу,
сейчас чуточку отдышусь от адреналина. Небольшой привал и двигаем дальше. Кстати, друзья, если вы хотите, может быть, сделать рыбалку на реке Уж, как вам такой вариант? Хотели бы посмотреть? Вообще-то рыбы здесь много. Может быть, в следующий раз взять с собой удочку, да что-то наловить. Я помню, когда-то давно рыбачила здесь и даже что-то поймала. А можно даже еще и уху приготовить. Если вам интересно, пишите в комментарии. Сделаем, может быть, как-нибудь. Все, наш верный друг отправится на помойку. Скоро. Все, уматываем теперь вглубь. Быстрее дойти до ближайших домов и отдыхать. Матрас. Надо его просушить и засунуть обратно в рюкзак. Жарко. Смотрите, в каком мы с вами заповедном месте. Сколько ландышей. Целая плантация. Такая огромная-огромная поляна. Я уж представляю, как здесь весной, когда ландыш цветет. Какая здесь красота, какой здесь аромат стоит. И сейчас он уже отцвел. Остались ягодки одни. Нашла тут плантацию черники, но я что-то не понимаю, может она уже отошла. Не вижу ягод. Хотела черничкой поживиться, а ее нету. Посохла, что ли, все, или не урожай. Или когда у нас вообще черника? Мне казалось, что сейчас. Ой, друзья, наконец-то с вами добрались до деревни. Вот это начинается коровник местного колхоза или совхоза. Хозпостройки. Вот так они уже совсем плохие. Что здесь сохранилось от деревни? Сейчас посмотрим. 100 лет тут не было. По фону у нас 7 микрорентген. Все в порядке. Абсолютно чистая зона. Тут уже совсем все грустно. Смотреть не на что. Ну, сейчас дойдем до домиков, может быть, там что-то получше сохранилось. Жара уже дает о себе знать. Хочется быстрее на привал. Здесь такие дорожки, но я не вижу здесь следов. Вон за мной. Кто-то ездит, но, наверное, очень редко. Может быть, лесники или охрана, но очень редко. Потому что даже следа протектора не видно. Сейчас в кустах кого-то заметила. Не могу понять, это какие-то животные пасутся или это... Может быть, это люди какие-то. Или это опять галлюцинации какие-то. Я отчет
отчетливо видела там какие-то силуэты. Ладно, решила немножечко переждать в кустах. Мало ли, может быть, это какие-то военные вообще. Понаблюдаю сейчас. Хрен пойми, трава что ли. Не знаю, что это такое. Вот эти холмики. Такое открытое место. Как бы поляна. Типа, наверное, были поля раньше от совхозов, от колхозов. Быстрее надо отсюда углубляться куда-нибудь. Наконец-то добралась до села. Пока окольными путями тут иду. Тоже первые домики. Сейчас выберем что-то поприличнее, если оно здесь есть. Ну а тут вообще что-то не подойти ни с какой стороны. Нет, не подходит нам. Весь зарос и развалился. Веранда раньше была такая. Там, кажется, впереди что-то поинтересней проглядывает. Здесь все так акацией заросло. Смотрите. Как классно она весной, наверное, цветет все, благоухает. Ну, вот там, я думаю, что-то получше будет. Но тут дорога. Как вы думаете, безопасно ее переходить? Надо аккуратненько. Так, смотрим, нет ли там кого-то впереди. Вроде чисто. Давайте рискнем. Столько шума. Хорошо, что ветер немножко скрадывает шум. Вот этот прикольный дом. Сталкерская база. И здесь еще есть вон. Сейчас найдем точно себе укрытие. Ну, этот совсем плохой. Давайте глянем было поближе. Да, он совсем развалился. Все, беда таких домиков, что крыша прогнивает, и все, сразу дому каюк. Если плохо крыша была покрыта. А это сарай для коровки, наверное. Тоже скоро рухнет. Смотрите, в каком состоянии. Здесь был нужник, туалетик. А здесь, наверное, корова у них стояла. Может, куры, может, еще какая-то скотина. Сейчас уже не понять. Так, ну ладно, тот домик хороший. Оставим. Но попозже сейчас пройдемте вот туда. Давайте смотрим вот эти домики. Смотрю внимательно под ноги, потому что колодцы открытые никто не отменял. А здесь тоже все грустно, оказывается. И вот о чем я говорю. Видите, дыра.
она вся заросла. Туда провалишься и все. Никто тебя никогда здесь не найдет. Кричи, не кричи. Связи здесь нету никакой. Так, этот как-то еще более-менее сохранился, но такой атмосферный дом, кстати, посмотрите. Все виноградом. Осенью, наверное, тут классно, красиво. А вот этот холмик, это, наверное, погреб был. Там еще какие-то постройки. Сейчас туда тоже дойдем. Хочу вот это рассмотреть. Тоже сарайчик для скотины. О, смотрите, как классно здесь сохранилось. Такие. Здесь, конечно, уже более понятно, что здесь не корова стояла, наверное, какая-нибудь козочка или свиньи. Потому что для коровы это мало места. Может, курочки, но мне кажется, что это были какие-то мелкие животные. И такой сарайчик здесь сохранился. Это кормовая. Здесь, наверное, им корм замешивали. Может быть, свиньи, кстати. Сюда их ставили. Хочу зайти все-таки в этот домик. Он мне так приглянулся. Классно порос виноградом. Погода портится. Сейчас будет гроза. Надо искать укрытие. Ну, тот дом с нормальной крышей, который мы вначале видели, в начале села. Кстати, там еще какие-то дома. Сейчас мы туда зайдем. Сарай, наверное. Хорошее село. Ну, это, видите, не такое легкодоступное. В глубине чуть-чуть зоны, поэтому оно лучше сохранилось. То, что за ужом, оно все сохранилось лучше, потому что через реку не так легко попасть, чтобы размародерить все это. Но, однако, сюда тоже добираются. Идемте. Главное, чтобы крыша не обрушилась на нас. Посмотрим, что за убранство здесь сохранилось. Вот здесь прям кладезь. Смотрите, наверху какие-то тряпки, чего там еще. Это все от жителей осталось со времен эвакуации. То есть 40 лет уже прошло. Там одежда так и лежит. Сапожки какие-то. Вот здесь. Вот, смотрите, как классно находить вот такие вот вещи. Вот такие вот артефакты. Какие-то тряпочки там. Здесь. Не знаю, что это было такое с маленьким окошечком. Наверное, какая-нибудь кладовая. А вот здесь печь. Печь разрушена. Все. Печи разрушались, чтобы местные жители не возвращались в свои дома после эвакуации. Поэтому первое, что делали после эвакуации, это засыпали колодцы и разрушали печи. Главное, чтобы на меня все это не полетело. Очень-очень здесь уже опасно ходить. Буквально, мне кажется, пару зим, и все это уже будет недоступно. Мы вот лазим, и это последние, наверное, свидетельства этих домов останутся у нас на видео. Вот такие домики уходят в небытие. А когда-то здесь жили люди в этом селе прекрасном. Вот так здесь все выглядит, смотрите-ка. Ну, вот этот кусок крыши хорошо сохранился. Ой-ой-ой, все проваливается. На полу доски прогнили. Одежда осталась от бывших жителей. Много одежды. Так, смотрите, что я нашла. Когда-то это была куколка.
А вот от нее туловище. Вот это осталась игрушечка от ребенка. Ну, здесь у нас вещи какие-то. Это что было? Какие-то штанишки детские. Какая-то семья с ребенком здесь жила. Это детские вещи все. Вот это футболочка детская. Все такое, знаете, советское качество. Вот это милое советское качество. Вот эти вот вещи. Хлопчат бумажные. Кофточки. Все это здесь осталось со времен эвакуации. И лежит уже 40 лет никому не нужное. А вот здесь у нас остались газеты. Давайте-ка глянем, за какой он год. Смотрите-ка. Давайте посмотрим. Суббота, 28 декабря 85 года. Вот такая вот старая газета «Сельская жизнь». Встреча в Кремле. Финиш города. Ударный труд. Вот это настоящий артефакт. Советская газета. Давайте. Порвала артефакт. Вот. Встреча в Кремле. За рубежом. Вот такая. Вот это, кстати, очень ценная вещь. Она, конечно, в таком плохом состоянии. Я ее еще надорвала. Так что вы можете понимать, сколько это все добро здесь пролежало. Вот еще одна газетка. Сейчас раскроем. А вот здесь, наверное, видно. Так, а вот это, смотрите, это 86-го года. Среда 5 января 86-го года. Вот. Старая газета «Известия». Не буду ее открывать, она уже рвется. Пусть лежит тут. Вот, смотрите, четверг, 16 січня 86 року. Это уже какая-то сугубо украинская газета. И по-украински написано. Смотрите, орган Чернобыльского районного комитета Компартии Украины. Вот это классная вещь, кстати. Но забирать отсюда, к сожалению, ничего нельзя. Поэтому, как бы она ни была ценна, я ее оставлю здесь, потому что за то, чтобы выносить эти артефакты из зоны отчуждения, предусмотрена статья. Поэтому мы оставим все как есть. А вот еще, кстати, симпатичный был комод. Черты угадываются такой мебели. Ну ладно, пойдемте отсюда. Здесь, кстати, тоже в печке. Смотрите, тоже какие-то газеты еще лежат. А вот это рулончик старых обоев. Классно. И бумажные обои. Так, идемте с вами. Вот впереди виднеется дом. Идемте с вами туда. О, здесь прям огромный был подвал, подпол. Провалился весь. А здесь что у нас? Деревом все разломало. Дерево упало на этот сарайчик или что это было. И все повалилось. Издалека мне казался этот дом как-то получше. Причем это дерево, такое ощущение, что оно недавно упало. Такие сучки поломанные, свежие. Давайте глянем, кстати, что у нас по радиации. Ну, здесь 9 микрорентген. Смотрите, видно? Все нормально.
жить будем с таким радиационным фоном. Хочется ходить как можно тише, но листва так шуршит. Ну вот я хотела сюда подойти, в этот домик. Смотрите, он какой. О, вообще. Слушайте, какой классный дом. И какой классный там подпол. Сейчас давайте, куда сначала? Давайте эти в подпол заглянем. Здесь сарай, наверное, был, но он уже все. А здесь вот так. Смотрите, как хранили там баночки, скляночки. Смотрите, какой он добротный. Поэтому долго. Бетоном армированные бетонные эти рельсы, шпалы, что ли. Наверное, шпалы. Поэтому так хорошо сохранился. Не рух под тяжестью земли. Да, друзья, вот это классное село. Не зря я пошла сюда и рисковала через реку. Вот у нас будет с вами новая сталкерская база. Тут уже сразу сапожки. Обувь. Ого, сколько обуви. Да. Гляньте. Женский советский сапог зимний. Здесь что? Приходится ковыряться в земле, потому что все пролежало 40 лет. Все вот в таком состоянии. А вот это валенки, но им уже конец. Они сгнили. Вот здесь обувная обуви до хрена. Здесь куча обуви. А здесь печь, конечно, разрушенная. Может быть, фотки какие остались. Вот рамка от фотографии, очевидно, была, но она сгнила. Фоток нету. Вот такой дом. Здесь у нас с вами вот так. Ну, не знаю, как насчет ночевки в этом домике. Ну, так, чисто перекантоваться можно. Раньше был матрас, вообще можно было отлично ночевать вот там. Сейчас я вас подниму, посмотрите, что там наверху. Что-нибудь интересное есть? Да, дом хороший, но на сталкерскую базу не потянет, негде сидеть. Печи вообще сломаны. Фух, ладно, друзья, буду с вами прощаться на этом. Еще в следующем видео увидимся с вами. Как вам приключения? Понравился ли брод через реку? Как вам сохран деревни, села? Пишите в комментарии обязательно. А если вы хотите видеть наши походы целиком и всякие эксклюзивные видео, то подписывайтесь на наш Boosty или становитесь спонсором нашего канала YouTube. Там у нас выходят материалы, которые иногда нельзя просто публиковать на YouTube в открытом доступе. Поэтому там все такое самое эксклюзивное. Ну а мы с вами прощаемся. До новых приключений. Всем пока.